Уважаемые зрители, с вами Николаевич. Продолжаем прохождение игры Dragon's Dogma Dark Arisen. Приятного просмотра. Как я и обещал, сейчас мы с вами вместе пойдем вглубь острова, знакомиться с новыми локациями. По пути нас ждет достаточно много новых, старых монстров, которые будут пытаться мешать нам добиться нашей желаемой цели, но, несмотря на это, второй выход к началу острова слева от Ольры мы обязательно откроем. Итак, последние приготовления сделаны. Вперед! Поворачиваем правый проход и заходим. Спускаемся по лестнице. Слева от нас, как вы знаете, уже живет глаз, а вот прямо проход, вон за той дверью, мы еще с вами не были. Довольно интересное место, и мы сейчас все увидим. Внутренняя дрожь, холодок по спине. Повышаем нашу магию, так как нас уже там внизу ждут. Ох, что сейчас будет? Что будет? Забираем грибы, которые здесь вот нам любезно дарят. И нас первая встречает матушка смерть. Но не тут-то было. Мы смело отвечаем на ее вызов и несколькими залпами, даст Бог, получится. Да, получилось. Мы ее убиваем. Получаем в награду 999 999 очков опыта. Так, ну а здесь вот зомби. Один, второй, третий. А вот там банши. С ней еще не встречались. Довольно вредное создание. С трудом убивается, если у вас оружие, тем более неважнецкое, то, конечно, придется пострадать. Еще раз подчеркиваю, что данная игра очень взаимосвязана с качеством оружия и навыками, которыми обладает как герой, так и пешки. В этих локациях уже надо ухо держать востро, потому что практически многие сундуки могут содержать сюрпризы в виде этих противных червяков. Так, вот в этом месте алмазит. Алмазит, который тоже нужен для апгрейда оружия, в первую очередь, и брони. И второе место. От лишнего хлама в виде камней и так далее сразу избавляемся, потому что путь впереди очень долгий. И всяких плюшек будет очень и очень еще много. Да, перед каждым сундуком, вот, пожалуйста. Не успел закончить фразу, как тут же конкретный пример. Нам приходится использовать свой навык, который помогает нам избежать верной смерти.
Идем дальше. Впереди видим больших скелетов, огромных скелетов. Устраиваем им теневую ловушку и вызываем к себе. Вот здесь справа лежат бочки. Для желающих я показываю бороться с этими скелетами огнем. Можно брать эти бочки, подбегать и швырять в этих скелетов. Потому что они, в общем-то, тоже достаточно крепкие. Второй еще никак не стал, он меня достает. Достаточно крепкие. Вот и второй попался. Грибы нигде не пропускаем. Это наша выносливость, а она, увы, конечна. Так, вон там мы видим в проеме мост, башенку и летающие твари. Так, одну мы убили. Но там их не одна. Ну ладно, подойдем поближе. Здесь эти крысы противные. Одну мы должны оставить себе в живых, потому что нам надо совершить здесь один акробатический трюк. Она куда-то исчезла. Чуть не рухнул в пропасть. Так, ну здесь ничего хорошего. Забираем. Куда-то она исчезла. Где-то слышно ее, но не видно. Немножко спустимся на один пролет. Вот здесь камень разлома один разбитый, который можно опять же за кристаллы разлома собрать, но так как мы играем соло, в этом нет необходимости. Пока, по крайней мере. Ну а наша точка назначения, в общем-то, это вот та дверь, которая у нас за спиной сейчас. Так, может быть, это она сидит? Нет, не похоже. Вот эта локация. Здесь много огня, и нас встречают вот такие огненные ящеры. У входа, где мы только что прошли, стоят бутыли с водой, лежат бутылки с водой. Это вот помощь разработчикам для тех, кто может вовремя сориентироваться.
Вот видите, сколько здесь много огня, как много огня. Вот тот лут, который с них выпадает, в частности, камни всякие, типа багровых, они не видны. Я их, по крайней мере, как правило, не вижу. Поэтому вынужден бегать по тому месту, где убита была горгулья. И иногда это помогает таким образом нащупать эти камни. Скорее всего, нащупать, а не увидеть. Так, посмотрим, очистим этот проход вниз. Здесь пауки его оккупировали, но мы их убиваем. Так, ну все, идем обратно. Мы зайдем в нижнюю локацию, очистив ее немного вот отсюда сверху, с этого балкона. Ну, по традиции, конечно же, повышаем свою магическую силу. 4 раза. Так сказать, бесплатно, без расходников. Это как аналог, но намного лучше, чем амулет демона. Так, и здесь, не теряя времени, пытаемся уничтожить вражеских пешек, враждебно настроенных против нас, и всяких летающих тварей. Так, и спешим вниз. Как правило, кто-то обязательно там остается, кто-то выжил, и нам нужно от них избавиться. Вот, в частности, какой-то маг или колдун. Мы его достали. Там еще кто-то. Сохраняемся. Не забывайте сохраняться обязательно, потому что тут в любой момент можно погибнуть. И придется переигрывать большие куски. Ну, как вы видите, в этом зале есть какие-то сундучки, которые мы проверяем, забираем то, что считаем нужным, и потом пойдем дальше. Этот коридорчик здесь тупиковый.
Так, а вот здесь два сундучка остаются. Они проблемные. То есть там могут быть сюрпризы. Здесь нет. А вот во втором справа 100% сюрприз. Вот еще очередная плита той эпитафии, которую мы добавляем все время, дополняем. Здесь мы специально зажгли себя, потому что стайка этих летучих крыс мгновенно нападает. И жуткая статуэтка. По традиции в этом аппендиците стоит сундучок, который дарит нам оружие острова номер 1. Так, кажется, здесь мы ничего не пропустили. Идем наверх. Проверим балконы. Меняем на посох наша метла для полетов. Вот так. Как Баба Яга летает на метле, так и мы на посохе. Как вы видите, лут немножко в дальнейших локациях чуть-чуть меняется и становится, ну как бы сказать, немного существенней. Так, берем обратно кинжалы, сохраняемся. И сейчас после спуска у нас будет ответственный момент. Вот в этой комнатушке мы забираем ключ пустоты, аналогичный тому, который мы брали ранее. Вон он, слева подсвечивается, его не пропустишь. Вот оно. И как только мы попытаемся выйти, нас ждать будет сюрприз. Поэтому мы и готовимся заранее, чтобы нас не застали врасплох. Вот он, сюрприз. Это, в общем-то, еще один проклятый дракон. Ну, можно было бы здесь с ним, конечно, и не сражаться. Но я в последний момент подумал, а почему бы и нет? Мы еще не настолько перегружены, а лут нам, в общем-то, всегда нужен.
Этот дракон, в общем-то, тем хорош, что если вы идете несколько раньше по сюжету, на более ранних уровнях, и это ваш первый, в общем-то, дракон, то он закаляет вам все, что у вас есть, что на вас одето, что у вас в руках, то есть и оружие, и броню, все. Вот уже вонючка, ну. Дай ему поплеваться, ну прям хлебом не корми. Ну, остается, по сути, 1,5 полоски, даже меньше. А он тоже кто-то любитель полетать. И вот пошла последняя полоска. Все. Отвоевался, дракоша. Так, забираем с него все, что можно и что нельзя. И пока доберемся до выхода с этой локации, подумаем о том, стоит ли нам вернуться и выложить весь лут, который мы собрали до этого момента, или идти дальше. Надо взвесить все за и против. Кстати, по ходу сюда там есть 2 сундучка, которые мы, в общем-то, пропустили, не посмотрели. Вот он один. И справа второй. Мутное вино. Вот кому, кто хочет поближе познакомиться с Мерседес, может ей подарить. Я это уже говорил и еще раз повторяю. Наверное, все-таки мы пойдем выложим наш лут и вернемся. Вот не могу пройти мимо, надо все-таки и этот ящик опять посмотреть. Здесь надо быть аккуратно вот в таких ситуациях, потому что может вот в таких промежутках здесь появиться огр. Довольно неприятный, большой и очень злобный. Так, ну побежали дальше. Здесь уже мы все собрали.
Нам надо разгрузиться. Ой, какое счастье, Барыч тут стоит. Не надо дальше бежать. Или брат его. Так, смотрим. Впереди лута будет тоже достаточно, поэтому тут надо очень рационально посмотреть на то, что мы оставляем и что выбрасываем. Да, ключ пустоты нельзя выбрасывать, он нам сейчас понадобится, иначе мы не пройдем дальше. Некоторые ингредиенты мы восполняем до требуемого нам количества. Учитывая то, что до конца нашего путешествия в данном видео никакой помощи нам не будет, поэтому мы так тщательно все готовим. Так, ну кажется, все. Будем надеяться, что еще локация не обновилась. И здесь на врагом нам не придется тратить в начале время и здоровье. По пути, если получится, там все-таки одна еще горгулья оставалась. Нам надо было бы выполнить наш трюк. Пока не вижу. А, вон она. Да, может быть, получится. Она такая шустрая. Вот, опять не успел сказать. Как гром среди ясного неба налетела. Нам надо схватить ее за ноги. Вот так. И она нас поднимет на эту площадку.
Здесь мы спрыгиваем, поднимаем вот так, безделушка вот с острова номер 2, которая нам колечко может дать, и статуэтку. Но, по-моему, мы ей даже понравились, она не может от нас отстать. Здоровье ей, конечно, не занимать. Но, в конце концов, мы ее убиваем. Это суккуб. Упорядочиваем свои мысли и повышаем магию. Здесь полно крыс. И вон там надо успеть, да. Успели. А он, дружочек, уже выглядывает с огромным молотком. Но, видимо, боится. Или у него тактика такая, не хочет выходить дальше. Хорошо, мы идем к тебе. Получи гостиниц. И еще один. Бычий рог и еще кое-что. Так, но вниз мы пока не пойдем. Там может нас ждать еще один огромный противный. Поэтому мы обойдем пока в первом прохождении этих локаций. Мы в этом месте пока его обойдем. Вот с этим сундуком тоже нужно быть крайне осторожным, потому что могут быть сюрпризы. На острове сундуки делятся на две категории. В одних могут быть черви, в других их никогда не бывает. Вот еще одна статуэтка. А, нет, и еще одна категория, где бывают 100% черви. Таких сундуков я знаю 2. И, кстати, оба сундука мы уже с вами знаем. Мы с ними познакомились. Так, ну эту броню мы брать не будем. Она крайне тяжелая. И, в общем-то, нам она уже не нужна. Здесь этот сундук и левый, и правый могут жить эти черви. При требуемой подготовке
когда ожидаешь, ждешь, рассчитываешь на их появление, то сюрпризов не бывает. Так, пока идет все нормально. Да, пора уже маслом немножко дозаправить. А то погаснет фонарь в неподходящий момент, а там сплошная тьма. И движемся дальше вдоль моста в следующую локацию. А вот здесь мы используем тот ключ пустоты, который мы недавно с вами нашли. Вот какая темная локация. Здесь эти маленькие карлики вредные. Подлая не дает нам самосожжением заняться для того, чтобы ее убить. Так, одна есть. И вторая есть. Вот эти суккубы, они отвратительные просто. Высасывают из вас все здоровье. И еще вон одно создание.
неубиваемая. Вот он и пригодился, негорючий сок. Но надо одновременно и здоровье поправить. Вот сколько раз мы в него выстрелили. Вот эти вот карлики, они очень живучие. Одного выстрела Химере хватило, и мы ее убили. И сколько раз мы стреляли в этого. Трава усопшего. Вот здесь тоже сидел враг, но вовремя мы его не убили. Лут с него мы не взяли. Так, ну сейчас нам, думаю, связываться пока с этим не стоит. Мы пойдем вот в следующие комнаты, которые здесь идут по этому проходу. Заберем все самое вкусное. Кристаллы разлома, золото. Пока здесь живут пауки. Благодаря тому, что у нас срабатывает электрическая дуга, мы их всех одновременно убиваем. Пытаемся в этом красивом сундуке что-то найти. Ну вот с первого раза броня острова номер 1. Сохраняемся и пытаемся еще раз открыть этот сундук, возможно, несколько раз, для того, чтобы найти что-то поприличней. Но сразу скажу, что за кадром я где-то до 10 раз открывал этот сундук, и лучшее, что было, это вот броня острова номер 2. Мы ее и забираем. А сейчас спустимся вниз и посмотрим, что здесь. Вот мы слышим, что встают скелеты. Но это не скелеты-гиганты, это обычные скелеты. Они, в общем-то, для нас не страшны. Вот мы от них уже избавились. Забираем, не будем здесь мучить этот сундук. И лунный кристалл наш. Вот здесь он единственный раз появляется. Больше при прохождении этого места вы его не увидите. Это разовый предмет. Стараемся обойти эту лужу красную, потому что она травит несмотря ни на что. И чтобы сохранить наши расходники. Так, вон там светится еще одна плита с информацией. Забираем ее. Так, ну, как я и говорил, вот мы с этим
монстром, который бродит, мы связываться не будем. Сейчас не до него, впереди более ответственные враги. А этот еще... Мы с ним встретимся, возможно, не раз. И переходим дальше. Так, один пал. Должен быть еще один. Вон он стоит и тоже пал. Рядом у стенки от правого сундука в уголочке стоит статуэтка. Но мы ее сейчас брать не будем, возьмем в следующий раз. Стараемся пока сэкономить место. Сейчас будут два, довольно неприятных противника. Серебряный и золотой рыцарь. Но пока нам везет. Один дает кристаллы разлома, другой осыпает золотом, если так можно выразиться. Сундучки наши, сундучки. Так, а вот сейчас мы будем акробатический номер выполнять. Можно было использовать посох наш, но можно и так. В этом сундуке появляется этот червь, который может сожрать. Так. Дальше по локации может быть все что угодно. Но при первом прохождении нас, конечно, игра щадит. А в дальнейшем, конечно, здесь и тот только может не появиться. И смерть, и огры, и все остальное. Вот еще одна плита с информацией. Забираем ее. Пока все тихо. Еще один сундук. Лавровая диадема. Красиво выглядит на голове, конечно. Ну и в принципе неплохие у нее характеристики. Грибочки забираем.
Ну вот так, напористо и храбро. Здесь уже все успели погибнуть от наших посланцев. Вот здесь еще один камень разлома, который в разобранном виде, и при желании можно его восстановить. Если другие игроки будут сюда с пешками доходить, они могут здесь пешек подлечить, погибших пешек заменить. Вот подлый ждал нас. Но ничего. Так, собираем весь последний лут в этом зале. Проверяем, ничего ли не забыли. И чистим перышки. Выбрасываем все, что не надо. Готовим и так далее. Здесь у нас были пропущены 2 сундука наверху. И этот сундук. Ну ладно. Вес у нас, конечно, уже приличный, но не запредельный. Сундук этот может быть сюрпризом. И верхние эти 2 сундука тоже могут быть сюрпризом. И вот этот сундук, который мы тоже посмотрим. Нет, все нормально. Так, ну, как я говорил, сейчас приводим себя в чувство, в порядок. Ну, мы избавимся от этой брони. Я думаю, мы ее еще встретим и не раз.
Так, кажется, все. Вот кристалл разлома. И еще один. Вот программа нас уже сохраняет. Значит, делаем вывод, что сейчас все и начнется. Максимально повышаем нашу магию, укрепляемся и смело бросаемся в бой. Все, назад дороги нет. Используем сжиженную выносливость. На месте стоять нельзя, потому что этот лич маг и все время насылает на нас чары. Он владеет всеми приемами магии, может и землетрясение устроить, и торнадо, и все остальное. Но мы побеждаем. Таким образом, мы с вами открыли еще одну часть локации этого острова, которая значительно приблизила нас к главному злодею этого острова Даймону. Но сейчас вот мы облутаем этого дракошку и посмотрим все потаенные уголочки в этом зале. Для этого запрыгиваем все выше и выше. Вон еще одна табличка. Не пропускаем ее. И забираемся еще выше. Здесь 2 раза направо, 2 раза налево. И мы у 2 сундучков. Ну, это, в общем-то, перед вами был практически стандартный набор этих сундуков. Иногда бывают некоторые нюансы. А так, в общем-то, кристаллы разлома и броня. Осматриваем все в этом зале. Здесь вот во внутреннем дворике этого зала 3 точки. Это вот эти вот могилки. В них по 2 раза, по 2 предмета. Затем по внешнему периметру осматриваем. Уже тяжело нам. Мы буквально под завязку пришли к финалу.
И выходим. Барыч на месте. Радостный такой, долго нас не видел. What'll it be then? What'll it be then? No. Да, здесь нет уже этой травы усохшего, но есть статуэтка. Вот она и стоит. Жутчайшая статуэтка. Не забывайте, вот здесь внизу, над этой пристани, есть еще одна надпись. Вредно противные черви. Поднимаем решетку и выходим к нашей Олере. Вот и левый проход открыт. Оба прохода теперь у нас открыты. Но здесь слева еще, как вы видели, когда брали жуткую статуэтку, есть еще одна локация, которая ведет нас к Даймону. Олера рассказывает, как она узнает что-то новое, как ощущает себя по-новому. Сдаем информацию и вкладываем ее в монумент памяти. Все меньше и меньше остается неисследованных страниц, на которых нет текста. Это наша любимая лавка, контрольная точка. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Кому понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий.